Всем привет, с вами Сад Огород. Веерную формировку винограда, вот какую вы видите на рисунке, вы получите только на 4-й год. Такая конструкция куста винограда очень полезна для тех, у кого есть беседка или веранда, на южной стороне которой можно посадить и вырастить вот такой вот куст. Он хорошо будет защищать вас от солнца, и в то же время вы будете лакомиться виноградом. Начнем все сначала. На первый год весной вы высаживаете саженец винограда. Поскольку он будет расти довольно-таки длинным, ему обязательно надо прибить колышек для того, чтобы его в момент роста подвязывать периодически, чтобы он был вертикально, рос вертикально вверх. Затем где-то в середине августа 1/3 этого побега вы отрезаете, для того, чтобы оставшаяся часть лучше созрела. Осенью, после листопада, мы осматриваем наш побег, и там, где он не успел созреть, обычно это конец бывает зеленым, мы его удаляем, а одеревесневшую часть побега мы отвязываем от колышка и пришпиливаем к земле, для того, чтобы он находился между землей и снегом. Весной 2-го года мы имеем вот такой вот рукав, который был в прошлом году побегом. Мы его привязываем уже к шпалере, вот таким образом, чтобы у нас та почка, которую мы запланировали из нее вырастить побег замещения, была выше, чем 5-я почка, которую мы оставляем на плодоношение. И в то же время 3-я почка, которая тоже у нас будет побегом замещения, она должна быть выше, чем 5-я. Примерно вот в таком формате надо будет выгнуть этот рукав и закрепить на шпалере. 2-ю почку нельзя, она идет вниз, ее нельзя оставлять на побег замещения, она может легко сломаться осенью. Все побеги, которые идут до 1-й почки побег замещения, мы все эти почки удаляем. И в то же время на побегах замещения, если будут соцветия, обязательно удаляем. Здесь винограда не должно быть. Все силы должны быть направлены на рост мощного побега замещения, который на будущий год превратится в рукав. А если вы хотите побыстрее попробовать, как выглядит урожай на вашем винограде, вы можете оставить вот эту 5-ю почку для того, чтобы посмотреть, что за виноград вырастет у вас, попробовать его. Но не на всех сортах винограда на 2-й год появляется соцветие винограда. Поэтому, если у вас не будет цветка, значит, у вас урожая не будет. Но на 3-й год точно будет для любых сортов винограда. Осенью, так же как в предыдущий прошлый год, вы после листопада вырезаете недозревшую часть побега зеленого цвета, затем отрезаете отплодоносившую часть рукава, отвязываете побеги от шпалеры и пришпиливаете к грунту
чтобы оно зимой находилось в тепле. Весной 3-го года у вас уже будет 2 рукава, которые вы разложите на шпалеру. Определите почки, которые вы будете оставлять на побеге замещения уже на будущий год. То есть процедура точно такая же, как и в прошлом году. Единственное отличие, что вы оставляете 2 побега плодоносящих на каждом рукаве. И опять же на побегах замещения, которые превратятся в рукава на будущий год, вы урожай удаляете полностью. Здесь ни одной кисти не должно быть. Затем осенью, после листопада, когда уже урожай убран, вы отрезаете плодоносящие части куста винограда, оставляете только те побеги, которые будут рукавами на будущий год. Отвязываете побеги от шпалеры и прижимаете скобками к земле, для того, чтобы они находились между землей и снегом зимой. Весной 4-го года у нас уже имеется 2 рукава влево, 2 рукава вправо. Мы точно так же их закрепляем на шпалеру, но оставляем только 1 побег замещения на каждом рукаве. И по 4 плодоносящих почки оставляем, остальное удаляем. То есть для каждого рукава 4 побега плодоносящих. На побегах замещения, как всегда, мы урожай удаляем обязательно, чтобы они выросли более мощными. В таком виде вызревает ваш урожай, и такую же операцию мы выполняем уже и на 5-й год, и на 6-й, то есть оставляем по 1 побегу на каждом рукаве. Но надо иметь в виду, что более 2 кистей винограда на одном побеге в Московской области оставлять не следует. Этим мы не добьемся высокого урожая, просто урожай будет более мелким. Причем на каждом побеге при 2 кистях винограда обязательно для каждой кисти должно быть как минимум 8 листов винограда для питания этой кисти. Вот такая вот конструкция куста винограда. Вот мы видим рукав плюс побег замещения и 3 и 4 плодоносящих побега. Все это в сборе называется плодоносящее звено. Вот оно, 1 звено, 2, 3 и 4. Осенью 4-го года мы проводим такую же операцию, удаляем с наших рукавов, отрезаем плодоносящую часть куста. Побеги замещения ограничиваем те, которые вызрели. Ну, обычно оставляем 1–1,5 метра, в зависимости от климатических условий. Отвязываем от шпалеры и опять же закрепляем к грунту, для того, чтобы все побеги находились в тепле зимой. Спасибо за внимание.